Всем здорово, с вами Рикки. Сегодня я с вами поделюсь своим шейком, который быстрее и функциональнее S-шейка из плагина Sapphire. Преимущества моего шейка следующие. Первое, он гораздо быстрее прогружается. Очищаю кэш, включаю свой шейк, и он работает в реал-тайме в 60 FPS. Снова очищаю кэш и тестирую уже S-шейк с такими же настройками. Как видите, в среднем он прогружается всего лишь в 10 FPS, что как минимум 6 раз медленнее. Второе. В моем шейке правильно анимируется frequency. Frequency показывает, сколько раз шейк меняет свое направление в секунду. Вот, допустим, я хочу проанимировать frequency от 0.5 до 3. В S-шейке эта анимация будет очень дерганой, что неправильно, так не должно быть. В моем же шейке анимация frequency правильная, благодаря чему очень плавная. Третье. Мой шейк может работать в одной плоскости, благодаря чему не будут обрезаться границы слоя. Допустим, если вы с помощью одного шейка переместите слой за пределы композиции, после чего с помощью другого шейка переместите его обратно, то границы не обрежутся. Только учтите, что все шейки должны быть на одном слое. Если вы их накинете на разные слои, то они будут работать в разных плоскостях, и границы будут обрезаться. S-шейк же постоянно работает в разных плоскостях, из-за чего границы всегда обрезаются. Четвертое. В моем шейке можно смещать якорную точку, вокруг которой будет крутиться слой. И, наконец, пятое. Мой шейк работает без плагинов, и он абсолютно бесплатный. Если вы чего-то не поняли, то не бойтесь, более подробно я все разберу по ходу ролика. Перед началом туториала хочу поблагодарить Клейнса и Михаила за донат. Спасибо, пацаны. И еще одна новость. С сегодняшнего дня я буду постить все свои игровые эдиты на новый канал. Если они вам интересны, то не забудьте подписаться. Итак, для начала давайте покажу, как скачать и установить мой шейк. Заходим на GitHub, релизы и качаем последнюю версию. Скачанную папку перекидываем вот по этому пути. Support Files, Presets. После того, как установили пресеты, выбираем слой, на который хотим накинуть шейк, и накидываем пресет под названием R-Shake. Для добавления эффектов на слой я юзаю расширение FX Console. Первый эффект – это Transform Shake экспрессионами. Второй эффект – это контроллер для этого шейка. По дефолту будет небольшая тряска по осям X и Y. Чтобы полностью отключить шейк, нужно нажать Reset. Давайте рассмотрим шейк по горизонтальной оси X. Амплитуда – это сила шейка, она измеряется в пикселях. Например, если выставить рандомную амплитуду на 100, то слой будет рандомно смещаться в пределах 100 пикселей. Frequency – это частота шейка. Она показывает, сколько раз шейк меняет свое направление в секунду. Если frequency поставить на 5, то шейк будет менять свое направление 5 раз в секунду. Seed отвечает за начальное положение рандомного шейка. Run Smooth влияет на плавность шейка. Если убрать галочку, то шейк будет тормозить. В этом случае можно представить, что frequency отвечает за FPS шейка. Чем ниже frequency, тем сильнее будет тормозить шейк. Чем выше frequency, тем плавнее будет шейк. Все эти rand параметры, которые мы сейчас рассмотрели, относятся к рандомному шейку. Давайте его отключим, поставив рандомную амплитуду на 0. И рассмотрим Wave Shake. Wave Shake равномерно трясет слой из стороны в сторону по закону косинуса. Функция косинуса выглядит как волна, отсюда и название Wave Shake. Амплитуда – это максимальная величина смещения в пикселях. Frequency – это частота, с которой шейк меняет свое направление. Фаза отвечает за начальное положение Wave Shake. Она измеряется в градусах. Изначально шейк максимально смещает слой влево. Это также видно по графику косинуса. Из этого же графика можно понять, что если мы поставим 90 градусов,
то в начале смещения не будет. Если поставим 180 градусов, то начальное смещение будет максимально справа. Разумеется, рандом и wave шейки можно комбинировать. Давайте отключим X-Shake, выставив амплитуды на 0, и рассмотрим Y-Shake. Здесь абсолютно такие же параметры. Единственное отличие в том, что смещение происходит по вертикальной оси Y. Rotation Shake наклоняет слой. Его амплитуда измеряется в градусах. Scale Shake приближает, отдаляет слой. Его амплитуда измеряется в процентах, где 1 это 100%. Например, если выставить амплитуду на 0.3, то значение скейла будет заменяться на 30%. Само собой, X, Y, Rotation и Scale шейки можно комбинировать. Рассмотрим глобальные параметры. Глобальная амплитуда – это множитель текущей амплитуды. Если я выставлю ее значение на 0,1, то сила шейка будет в 10 раз меньше. Глобальная frequency – это множитель текущей частоты. Чем меньше frequency, тем медленнее меняется направление шейка. Чем выше frequency, тем быстрее меняется направление шейка. Z-dist – это scale. Этот параметр полезен, если вы хотите приблизить слой для того, чтобы избавиться от черных полосок. Глобальный seed позволяет менять начальное положение сразу всех рандомных шейков. Глобальная фаза позволяет сместить сразу все wave шейки. И, наконец, рассмотрим вкладку Anchor. Anchor Point – это точка, относительно которой крутится и скейлится слой. По дефолту Anchor Point находится в центре слоя. Но его можно менять с помощью слайдеров, которые измеряются в процентах. При значениях 0 и 0 Anchor Point находится в верхней левой точке слоя. 100 и 0 в верхней правой, 100 и 100 в нижней правой, и, наконец, 0 и 100 находятся в нижней левой части слоя. Если вам неудобно использовать процентные значения, можно сменить их на координаты и смещать Anchor Point с помощью этого курсора. Можно также менять тип координат Anchor Point. По умолчанию стоят глобальные координаты. Это значит, что Anchor Point будет ставиться относительно начального положения слоя. Такой тип координат отлично подходит для шейка камеры. Если же поставить локальные координаты, то Anchor Point будет ставиться относительно текущего положения слоя. Такой тип координат удобен для шейка 2D элементов. На этом функции заканчиваются. Если вы хотите продублировать шейк, то это можно сделать двумя способами. Первый. Выделите оба эффекта, трансформ и контроллер, и нажмите Ctrl+D. Второй способ. Снимите выделение с эффектов и добавьте R-Shake пресет. И главное, не забывайте, что все шейки должны находиться на одном слое, иначе они будут работать в разных плоскостях, из-за чего границы вашего слоя будут обрезаться. Помимо шейка я еще создал кроп. Выбираем нужный слой и добавляем пресет под названием R-Crop. Этот кроп одновременно сочетает в себе и S-Blur More Curves, и S-Warp Transform. Давайте быстренько пройдемся по параметрам. Z-dist – это Scale. Rotation – это угол поворота. Shift-X – это смещение слоя по оси X. Shift-Y – смещение слоя по оси Y. Также можно смещать слой с помощью курсора. Давайте сразу покажу вам фишку. Вот вы проанимировали Position с помощью курсора, и у вас слой двигается по прямой линии. Для того, чтобы изменить эту траекторию, нажмите правой кнопкой мыши по слою, Open, Open Layer, и во вкладке View выберите Crop. Отлично, теперь вы можете изменять траекторию движения, двигая эти палки. Дальше снова идут параметры для смещения слоя по отдельным осям. Scale X и Scale Y – это скейлы по разным осям. Skew – это искривление слоя.
И, наконец, вкладка Anchor работает абсолютно так же, как и в случае с шейком. Только здесь по дефолту тип координат Anchor Point стоит Local. То есть слой будет крутиться и скейлиться относительно своего текущего положения. Теперь я вас научу добавлять зеркала. С этим вам поможет эффект Motion Tile, либо CC Repeat Tile. Я советую использовать CC Repeat Tile, так как он гораздо быстрее прогружается. Далее просто выставляете, на сколько пикселей вы хотите расширить картинку с каждой стороны, и выбираете Unfold, чтобы новые границы отзеркаливались. Чтобы этот эффект правильно работал, его следует переместить на самый верх, перед шейком. Осталось лишь избавиться от этих черных полосок. Есть два способа. Первый – переместите все эффекты с Adjustment Layer на сам слой. Или второй способ – поставьте пиксельную scale-интерполяцию у слоев, на которые применяется шейк, и черных полосок как не бывало. А теперь предположим, что вы накинули кучу шейков, кропов, и у вас все сильно тормозит. Здесь я вам дам два совета. Во-первых, анимируйте frequency лишь там, где вам это действительно нужно, ибо правильная анимация frequency требует очень много ресурсов. Второе. Всегда подрезайте Adjustment Layer шейком с двух сторон, чтобы он не нагружал систему в местах, где он не нужен. Если вы это все учли, но у вас все равно медленный предпросмотр, то вы можете забейкать все экспрессионы. В этом случае вы больше не сможете контролировать шейк, но зато у вас будет все быстро прогружаться. Перед бейком на всякий случай продублируйте слой с шейком, 2 раза нажмите E, чтобы раскрыть все экспрессионы, выделите каждый, удерживая Ctrl, дальше нажмите правую кнопку мыши, Keyframe Assistant, Convert Expressions to Keyframes. После этого вам придется немного подождать. Время бейка зависит от длины Adjustment Layer. Готово, все экспрессионы забейканы. Теперь шейк воспроизводится очень быстро. Все функции фишки я вроде как разобрал. Осталось показать вам реальный пример применения шейка и кропа. Вот у меня повка с выстрелом. Я сначала создаю adjustment, накидываю на него repeat tile, чтобы добавить зеркала. Дальше шейк, в котором анимирую амплитуду и frequency. И в конце кроп, чтобы скрыть черные полоски. В итоге получился вот такой прикольный шейк. На этом все. Если вы что-то не поняли, либо нашли баг, то заходите на мой Discord сервер, и я вам помогу. Еще увидимся.